Добрый день, дорогие друзья! Хочу вам показать сегодня, как сделать вот такого вот тигренка. Вот голова у него открывается. Это шкатулочка вот такая. Такие у него лапки у тигренка. Вот такой вот хвостик. Вот такой вот вид плетения на шкатулке. Как сделать такую голову, я вам сейчас все покажу и расскажу. Ну вот для такой вот вазочки, которую я хочу вам показать, как ее сплести. Для начала хочу показать вот такой один узор. Очень сильно попросили показать, как это плетется. В принципе, конечно, для тигренка, это как бы не помеха. Почему? Потому что у самого тигренка тоже полосы, они не всегда и не везде вот ровно параллельные, они тоже по-разному ложатся. Поэтому вот хочу попробовать сделать вот такой вот рисунок. В всяком случае, показать вам, как он плетется. А что будет из этого дальше, я потом посмотрю. Получится у меня тигренок, значит, получится. Нет, значит, будет просто вазочкой вот такой рисунок. Значит, вот я прошла беленьким. Сразу набрала черные стойки и прошла беленькими трубочками вот донышко. То есть как бы животик у него такой получается. Теперь, значит, что делаем? Вот красная оранжевая трубочка, она будет рабочая, всегда будет идти над стойками. А вот темной трубочкой мы будем укладывать их таким образом, чтобы прикрепить вот эти трубочки оранжевые, чтобы они у нас что? Не отваливались. То есть вот смотрите, вот она ложится, трубочка, вот таким вот образом. Между стойками оранжевая на стойку, черная ложится на оранжевую и заводится вот сюда, под стойку. Вот таким образом. Вот. Теперь оранжевая трубочка опять пошла на стойку, а черной трубочкой мы прикрываем оранжевую и заводим уже сверху, над трубочкой, над оранжевой. Вот. Опять-таки, что мы делаем? Мы ее крепим, да? Опускаем на оранжевую трубочку, заводим за стойку снизу, вот так. Оранжевая трубочка у нас что идет? Снова на стойку. Следующее, опять черная трубочка идет на оранжевую и заходит за стойку. Вот так. Сейчас я наращу трубочки вот оранжевые. Вот. Пройду ряд и покажу вам, что у меня получилось. Как получается вот такой вот рисунок. Так, ну вот я начинаю второй ряд. Посмотрите, пожалуйста. Если бы у меня было количество стоячков четное, да, то все вот стежки были бы такие же. Вот сейчас бы у меня пошел стежочек вот такой. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Но я добавила еще одну стоечку, чтобы было нечетное количество стоячков. Вот. И тогда у меня получается вот что. Значит, смотрите, если мы будем раздвигать рядочки вот немножко, скажем так, повыше, да, то получится вот так. Если же нам нужно поплотней, вот, то можно еще плотней. Вот, я думаю, что вот такое расстояние будет как раз таки самое то, что надо. А если нужно еще поажурнее, значит, можно этот ряд уже начинать более высоко. То есть, вот смотрите, оранжевая трубочка все время идет сверху, над стойками. Черная трубочка все время идет под стойками. Той разницы, что сначала она заходит сверху оранжевой трубочки, потом снизу оранжевой трубочки. Вот. И получается вот такой вот рисуночек. Посмотрите. Сейчас я наращу. Ну, у меня, кстати говоря, получится не очень высоко. Почему? Ну, может быть, еще чуть повыше подниму. Если я уже решила плести тигренка, то я думаю, что вот такие полоски на теле вот самого тигренка, они будут, скажем так, очень даже хорошо смотреться. Ничем они не испортят вот саму шкатулочку. Так, ну вот посмотрите, пожалуйста, я уже начала третий ряд. Так как у меня количество стоячков нечетное, вот получается вот такой вот рисуночек. Я ничего, просто плету по кругу.
вот таким рисунком от того, что у меня нечетное количество стоячков. Вот. И все. И вот получается такой рисуночек. Вот. Сейчас я еще несколько рядочков пройду. Может даже, не знаю сколько получится, может даже 2, может 1 еще ряд. Вот. И потом уже в конце покажу вам, что у меня в результате получилось. Вот так. Но еще раз говорю, если нужно больше ажур, значит нужно что делать? Больше расстояния между рядами. Просто-напросто оставлять место. Можно даже так же, как мы делаем, вот, вставлять полоски, чтобы ровные были. Но когда ты делаешь большую какую-то вещь, как вот я смотрела, рисунок, эту фотографию, которую мне прислали, там, значит, сделана, видимо, корзина для белья, она достаточно большая, и расстояние между вот этими у них рядами довольно-таки большое, так что получилось ажур. Ну вот, а для маленькой шкатулки, вот, пожалуйста, вот. Я думаю, что сама по себе вот эта фактура, которая получается, ничем не отличается от фактуры у самого тигренка. Поэтому я хочу на этой базе сделать еще тигренка. Вот как у меня получится, посмотрим. Так, ну вот посмотрите, что у меня получилось. Вот такой вот рисуночек. Ну все, больше я не буду плести уже рисунком. Дальше я просто пойду уже веревочкой. Вот таким вот образом. Возможно, что даже сейчас просто-напросто попробую даже как бы развести стоячки, вот, чтобы такая более плотная пошла веревочка у меня, потому что стоячки довольно-таки на большом расстоянии у меня стоят. Почему? Потому что я с самого начала не разводила стоячки. Мне нужно было вот как раз-таки стройные, тройные стоячки такие, прямо с самого начала. Как только я сделала донышко, там у меня были вот такие стоячки. Вот сейчас я их просто разведу и пройду вот несколько рядов просто оранжевым этим трубочками, потому что мне нужно будет сюда потом, ну я не знаю, может быть даже как-то такая довольно-таки широкая получилась вот основание вот такое, и для головы тигра возможно, что даже высоты вот этой мало. Вот. Коробочки. Ну, я сейчас посмотрю. Так, ну вот такой вот у меня получился. Такая коробочка получилась вот. Теперь мне нужно будет сделать голову. Вот. Голова должна лежать вот сверху. Вот. И не проваливаться. Вот. Получилось немножко великовато, но, значит, будем делать такую вот большую голову. Так, ну вот, смотрите, я сделала вот такой шар из бумаги и сверху вот малярным скотчем скрутила. Значит, шар получился такой, что он пока что еще вот, ну, пролезает как бы вот вовнутрь, но уже цепляет за края. И теперь нужно оплести его. Пока просто шар элементарно оплести веревочкой. Вот. Сделать его полосатым. И потом будем уже делать из него голову. Вот сейчас полосатый шар оплету. Вот. Стоечки будут оранжевые пускай в этот раз. Так. Шейку можно сделать белой, так же как вот я делала этот, как его, основание самой шкатулки. То есть оплести начало на оранжевых трубочках, но белыми трубочками рабочими. Сейчас, секундочку, я поставлю. Так, ну, вот такое вот начало для головы. Разводить я уже начну сразу веревочкой стоячки. И уже прикладывать начну. Прям сразу форму вовнутрь вкладывать буду. Так.
сейчас, наверное, сразу же уже подставлю черную трубочку. И вот смотрите, буду поднимать стоячки, разведу их и положу туда шар. Буду оплетать шар. Вот так. Так, вот такое начало у меня получилось. Я все это подвязала вот резиночкой. Подвязала сам шар, вот, который я сделала. И дальше уже оплетаю сам шар. Сейчас второй круг пройду и начну разводить стоячки. Вот так. Вот все, теперь можно уже разводить стоячки. Ну, можно еще пройти черной трубочкой, а можно уже черными рабочими трубочками, а можно уже поменять их на оранжевые и сделать определенные несколько кругов вот оранжевыми трубочками. Сейчас я все трубочки поменяю. Склеились трубочки почему-то, непонятно. Так. Так, вот сейчас начинаю трубочки уже, стоячки разводить. Вот так. Нужно не обязательно прям заканчивать ровные ряды. Вот, допустим, определенное количество черных, определенное количество рядов на оранжевых трубочках. Сами понимаете, что в природе не существует таких изделий. Ну, конечно, может и существует, но во всяком случае это уже исключение. Вот так. И пока буду плести до середины, а потом буду сужать, то есть оплетая сам круг. И когда уже будет расстояние такое же, как вот здесь, уже с этой стороны, я просто-напросто что сделаю? Опять сдвою стоячки и закончу потом вот так. Ну, показывать, в принципе, здесь нечего. Вот просто оплетаю вот этот самый шар. Так, ну вот хочу вам показать один момент. Как видите, у меня все, голова не проваливается уже хорошо. Значит, смотрите, вот до этого момента я дошла, и здесь уже начала что делать? Я просто-напросто сдвоила вот стоячки. Теперь уже настолько плотно получается, что мне нужно эти стоячки, вот вторые, которые я сдвоила их, я их что делаю? Сейчас обрежу. Обрежу, пройду еще пару кругов и снова сдвою, потом снова обрежу. И уже когда до самого конца дойду, потом вам покажу, я трубочки просто-напросто заправлю вовнутрь. Почему? Потому что внутренность шарик остается внутри. Он нам совершенно там не то, что не мешает, он нам нужен. Во-первых, для того, чтобы голова была более тяжелая. Вот. Для этого тоже необходим наполнитель. Вот так, смотрите. Вот сейчас я меняю на оранжевые трубочки. Вот еще пройду несколько кругов, и потом вот эти трубочки вот так вот просто возьму и засуну туда вовнутрь. Вот так. Заправлю их. И все. Ну, обрежу, конечно, чтобы поместилось туда ровно столько, сколько надо. Вот. И таким вот образом получается голова. Что будем делать потом, я вам уже дальше расскажу. Так, ну, посмотрите, пожалуйста, я уже кое-что заправила. Вот. Отрезаю трубочку, кончик вот так, и туда вовнутрь вот так вот заправляю. Вот так. Тоже сейчас сделаю и вот с этой трубочкой. Так. Ну и вот это вот рабочая, ее можно обрезать, оставить вот такое, или перекрыть вот это все для надежности. Обрезаю рабочую трубочку и тоже что заправляю ее вот так вовнутрь. Вот так. Ну вот, получилась вот такая вот голова. Как это лучше сделать
Вот. Возможно, что вот таким вот образом, потому что здесь нам нужен будет нос, здесь будут уши. Вот нос прикроет вот все эти неровности, вот все прикроет нос. Вот голова будет вот так или вот так. Ну, я думаю, что вот так вот будет голова. Вот таким образом. Это все уйдет вовнутрь начало. Вот так. И вот это будет уже глаза, нос, рот. В общем, все. Уже переходим на эту сторону. Так вот, прежде чем сделать нос, нам нужно сделать вот такую восьмерочку. Вот сюда мы ее прикрепим. Вот. Это будет начало. Отсюда пойдет потом носик. Для того, чтобы сделать восьмерку, я вот разрезала трубочкой пополам, набрала вот такой вот из пяти стоячков вот такое начало. И теперь хочу оплетать. Вот почему из 5 стоячков? Мне нужно будет, чтобы сделать так, чтобы серединка у меня осталась нетронутой. Вот сейчас я один круг пройду. И для серединки этого будет достаточно. А потом начнем оплетать восьмерочку. Так. Вот как видите, первый круг я проплетаю так, что все 3 стоячка серединки я проплетаю вместе, чтобы не было большого сильного уплотнения в начале. Вот так. Вот сейчас до конца дохожу и делаю вот что. Вот эту трубочку оставляю, эти стоячки раздвигаю и просто перехожу на веревочку, на ситцевое плетение. Вот дохожу до серединки, серединку не захватываю, поворачиваю и возвращаюсь назад. Вот таким образом. Эту трубочку пока оставляю вот таким образом, не трогая ее. Значит, это сюда, это вниз. И опять дохожу только до середины и возвращаюсь назад. Так, эту трубочку мы не трогаем. Так. Так, я не... Ну, раз я ее использовала, бог с ним. Так. Так. И завершаем. Вот здесь вот я сейчас вот эту трубочку спрячу. Вот так. Вот получилась одна сторона восьмерочки. Вот. Сейчас то же самое сделаю с этой стороной, вот с этой стороной, да? И потом, когда уже будет готово обе восьмерки, я веревочкой пройду черными трубочками. Вот. Выделю эти восьмерочки, потому что носик у нас будет черный. И нужно, чтобы он слился потом вместе с этой восьмерочкой. Вот здесь все то же самое. Вот здесь набираю трубочку. Сюда сейчас подставлю. Сюда в серединку подставлю. Потом я ее кончик отрежу. Если даже он будет торчать после грунтовочки. Ну, собственно говоря, когда одна сторона будет внутри. И то же самое делаю вот с этой стороной.
развожу трубочки. Так, здесь поворачиваю назад. Таким образом. И здесь просто-напросто вот эту трубочку прячу рабочую. Вот такая восьмерочка получилась. И, как я уже сказала, сейчас мы возьму черные трубочки и оплету веревочкой. Так, здесь вот выскочила моя трубочка. Вот так. Сейчас беру две черные трубочки, складываю их вместе. Так. Кончик. И начинаю вот отсюда. Так. Можно было, конечно, из серединки начать. Одна сторона же у нас будет как раз продолжением носа. Вот так прям с серединки начну. Оплетаю. Веревочкой. Так. А приклеивать можно прямо, можно горячим клеем, а можно вот эти трубочки, которые сейчас останутся, как стоячки, вот кусочки, воткнуть вовнутрь головы, посадить их на клей, и никуда оно что не денется. Вот так. И заправляем трубочки вот сюда. Вот так. Рабочие. Вот так получилась вот такая вот восьмерочка. Вот. Это будет у нас вот такая мордочка. Вот. Отсюда пойдет нос. Будем делать нос. Так вот, посмотрите, пожалуйста, что я сделала. Я вот эти средние трубочки, 5 штук, начиная вот от средней, и с бустеров 2 еще, протянула вот сюда, прям под этот. Это потом мы все закрепим. И вот на этих сейчас стоячках буду проплетать нос. Нос у тигренка черный, во всяком случае. Такая носопырочка у него черная. Вот. И она должна быть треугольной формы. Вот сейчас попробую из всего этого вывести треугольничек. Так. Неплохо было бы, конечно, ситцевым плетением, но я думаю, что начало все равно нужно сделать веревочкой. Вот так, начинаю проплетать веревочкой вот все 5 стоячков. Вот так. Все 5 стоячков. Возвращаюсь назад. Еще раз ситцевым плетением. Возвращаюсь назад еще на 5 стоячках. Дальше начинаю проходить на 3 стоячках. Вот крайние стоячки оставляю. Вот. Они нам потом еще пригодятся. Давайте еще раз вернемся на 3 стоячках. Вот так. И теперь вот закончить надо на одном стоячке. Так, вот такой вот носик начинает появляться.
Дальше надо перейти на оранжевые трубочки. Вот черную я трубочку оставляю. Сейчас перехожу на оранжевую и начинаю проплетать вот это все полотно вот в таком вот виде, так, чтобы получился нос. Вот так. Вот такой нос будет, но уже оранжевыми трубочками. Так вот, посмотрите, так как у меня здесь же ничего не закреплено, вот оно, то объем за счет того, что вот просто сюда вот так выдвигаю, вот так, и уже все, вот этот вот носик уже будет объемный, не такой, не плоский, а объемный. И вот начинаю проплетать сам по себе нос вот на этих стоячках оранжевой трубочкой, вот так. Здесь нужно будет уже сейчас уменьшать количество стоячков. То есть оплетаем сразу по 2. Здесь получится 1. Вот так. То, что здесь остаются белые эти самые стоечки, это даже неплохо, потому что вот посмотрите, если на самого тигренка, там у него там разного цвета эти самые полосики. Вот так. И все это теперь запрячем в голову. Все кончики. Вот сейчас я все это запрячу и покажу вам, что у меня получилось. Вот так, смотрите, видите? Вот нос такой объемный. Вот. И теперь с этой стороны будут глаза. Ротики. Это сейчас я все тоже закреплю. Вот на голове. И покажу вам, что у меня получилось. Так, ну вот такая вот голова у меня получилась. Вот я немножко по-другому сделала носик, потому что тот, который я начинала, очень большой. И здесь тоже вот уменьшила. Если я здесь начинала с 3 стоячков вот, горизонтальных, то здесь взяла 1. И, соответственно, своей головы вот сюда подставила белую трубочку, как ротик. Вот. Носик тоже сделала чисто. Все точно так же, как и вам показывала, только чисто на оранжевых трубочках сразу сделала. И носик приклеила вот такой уже готовый. Очень долго подбирала глаза. Но вот из того, что у меня есть, вот эти самые подходящие получились глаза. А как сделать уши, я думаю, здесь проблемы такой не составит. Они самые обыкновенные, простые. Единственное, что я хочу здесь сделать еще вот белые такие вставочки. Может быть, даже вот сюда вот так вот белые вставочки под глаза сделаю. Может быть, тогда будет оригинальнее смотреться. Но я пока просто подумаю. Значит, вот сам готов уже у нас стакан, шкатулка. Вот. И теперь нужно сделать, значит, лапки, хвостик и передние лапы тоже. Ну, это уже потом